Эх, вот бы мне такую. Подрыв. Одно включение системы в ТЭК. Охренеть! Народ, всем привет! Настал, можно сказать, великий день. Давненько я все хотел, чтобы мне такая машина попалась. У меня, как многие знают, кто давно смотрит мой канал, первая машина вообще в жизни была Honda Civic именно вот в таком кузове. Только у меня он был на моторе 1.6 с автоматом, ну ничего особенного, просто обычный. А мне хотелось всегда, еще тогда, когда я владел тем Civic, мне всегда хотелось именно вот такую версию, которая у нас сегодня будет в выпуске. Комплектация VRS. У Civic, вообще у Civic Ferio было несколько таких интересных комплектаций. Каждая, так знаете, по нарастающей, можно сказать, шла по мощности. То есть был обычный V, был VRS, и был, конечно, C. Ну, про Type R я не говорю, в кузове седан Type R не было. Но вот именно в кузове седан, и опять же мы говорим чисто про японскую комплектацию, был VRS. Основным его отличием был специфический мотор. Со специфическим, с особенным втеком. Ну, естественно, были отличия по подвеске, естественно, были отличия по салону, там, чуть-чуть по внешности, да, там, какие-нибудь обвесики, там, это прочее, но это все не самое главное. Самое главное было то, что в нем был специфический двигатель со специфическим втеком. В Civic Ferio, в седанах, было, по сути, не так много вариаций двигателей. В основном, конечно, это были машины на обыкновенном D15, без каких-либо втеков, каких-либо систем, без чего-либо особенного. Хотя, ошибаюсь, там была такая система касательно экологичности, еще шильдик Лев был на багажнике. Поскольку эта версия распространенная, она частенько используется уже теперь в качестве донора запчастей. Была версия с D16, была еще и с полным приводом и с автоматом, причем режимным. То есть, если обычные версии имели автомат такой, знаете, можно было, типа как в Тойотах, включаешь кнопку Overdrive, убираешь четвертую передачу. Здесь можно было поставить D3, то есть тоже сделать 3 передачи, что будет у автоматической коробки. А у версии с D16 мотором там были кнопки. И была версия именно вот такая втековая, версия D15, опять же, обращу ваше внимание, 1,5-литрового мотора. Важно сказать, что втек здесь был необыкновенный, как многие все привыкли его воспринимать. То есть, когда у нас есть один подрыв, одно включение системы втек, мы ее чувствуем где-то обычно после 5,5 тысяч. А в этой версии, она еще называется трехступенчатый втек, отдельная такая система, таких моментов прихода к мотору, да, чувствуется 2. По сути, можно сразу понять, что мотор именно с такой системой втек, посмотрев и увидев, что соленоидов втека 2, а не 1, как у обыкновенной версии мотора со втек. Сперва идет экономичный режим. У нас, по сути, открыт только один впускной клапан. То есть это где-то до 2,5 до 3 примерно тысяч это работает. Экономично едем с такой умеренной тягой на низах. Потом вторая случается стадия, когда у нас включается первый соленоид втека, и мы, едем, по сути, чуть-чуть получше, да, но уже про экономичность забываем. И, наконец, третья именно стадия, когда включается именно второй соленоид, уже открыты не только 2 уже впускных клапана, а уже и использован более, как вам проще объяснить, более широкий, более длинный кулачок. И мы получаем уже именно самую-самую мощность. По сути, в этом двигателе не так много лошадей, 130 лошадиных сил, крутящего момента тоже немного, там в районе 150 ньютон крутящего, но нужно помнить, что Civic Ferio это еще машина небольшая. Если кто смотрел мой выпуск про самое-самое последнее поколение Civic, это уже большущая, здоровенная машина с большими двигателями, просто большая. А в этом кузове этот Civic еще, причем я опять же ваше внимание обращаю, это Civic седан, Civic хэтчбэк еще меньше. В этом кузове Civic Ferio еще имеет длину 4,1 там с небольшим метра, понимаете? 4,1 метра, грубо говоря. То есть это небольшая машина весом чуть-чуть больше тонны.
Поэтому ей такой мощности, особенно если учесть, что она была всегда сопряжена с механической либо с вариаторной коробкой, должно быть в принципе достаточно, чтобы ездить более чем динамично. Мы, конечно, проверим, как он едет. Я не ожидаю безумных цифр, как у турбомоторов, но в любом случае это была какая-то вот такая версия, которую реально все хотели, все искали. Я думаю, до сих пор те, кто интересуется именно вот этим шестым поколением, вот этим кузовом ЕК, многие ищут именно вот такую версию. По сути, версия C, которая имела 170 лошадиных сил, она вроде бы тоже неплохая, да, особенно если учесть, что они бывали с кузовом купе, да, с двумя дверьми. Но там есть такой момент, там уже другой совсем мотор, там уже двигатель B-серии, и вот этой вот монументальной надежности D-серии моторов уже можно забыть. Есть даже на YouTube видео, где D15 работает вообще без масла, и не так уж быстро он и сдох, кстати говоря. То есть это реально было удачное поколение моторов, и вот с такой системой это по сути самый лучший ее вариант. В эти года у Цивиков, да и вообще у Хонд моторы крутились еще против часовой стрелки. В связи с этим знаменитая их проблема — скручивается болт шкива коленвала. Это известная проблема, у меня у самого такая проблема была. Слава богу, не слезало посадочное место у шпонки. Просто недостаточный момент закручивания болта при замене ГРМ привел к такой неприятности. То есть там момент прям нереальный затяжки, его прямо трубой, можно сказать, затягивают. Больше ничего вот такого прям категорически страшного я вам не скажу. Особенно если учесть, что это еще трамблерная версия, еще не стали те более свежие, катушечные. Там уже я не говорю про появление айфтека и прочее. Здесь именно еще вроде бы и просто все, но в то же время эффективно. Звук по кайфу, ребята. Вот даже потихонечку еду, я чувствую вот прямо сразу вот эти воспоминания. О, тихо, лежачок. Я очень помню, что с лежачками на Цивике надо аккуратно. Вот, нормально. Охренеть! Помню вот, что я хотел купить. Спойлер родной. Вот эти вот обвесики, губы вот эти от версии VRS. Кстати, я могу сказать, что багажника бывало два. То есть бывали багажники вот такие, получается, с длинным фонарем. А бывали с более коротким, и туда вмещался наш этот уродливый длинный номер. Вот, то есть они вот где-то вот так вот более коротенькие. И можно было туда, ну, как будто бы в штатное место поставить длинный номер. Но сейчас этой проблемы нет. И можно ездить именно чисто с японской крышкой, с чисто японской версией фонарей задних, потому что разрешили наконец-то квадратные номера. Слава богу. Ну, потому что вот, это вот и были основные внешние отличия версии VRS, да, получается, губы по бамперам, спойлер, решетка радиатора с буковками. А пороги, кстати говоря, они у всех были вот такие пластиковые поверх железных, абсолютно у всех. Помню, что мне казалось, что так типа и должно быть, и я очень удивлялся, когда у тех же Toyota не было пластиковой накладки с завода. Надо, ну, типа какие-нибудь обвесы там вставить, там покупать. У Цивиков по порогам пластиковая накладка была во всех версиях. Он, по ощущениям, очень юркая машина, прям очень хорошо рулящаяся. Это, конечно, обеспечивается рычажной подвеской спереди и сзади. Но здесь важно упомянуть, что именно версия VRS, у нее радиус разворота чуть-чуть побольше. Я не знаю, может быть, это из-за того, что есть стабилизаторы спереди и сзади. Потому что у тех версий, которые обыкновенные, у них 5 метров радиус разворота. Те, которые VRS, они 5,3, 5,4 примерно радиус разворота. Чуть-чуть
побольше разворачиваются. Кстати, еще важное отличие у такой версии, это то, что в наличии задние дисковые тормоза. У всех остальных барабанчики стоят. Можно поставить кайловеры, на них тоже все до сих пор успешно продается. Каких только нету различных вариантов тюнинга. Даже вот взять, если колеса, допустим, чуть-чуть побольше, скажем, ну, с более тонкой резиной можно. То есть у него, в принципе, вариантов-то какого-то тюнинга достаточно. Вообще жестко ностальгически. Вот у меня недавно был выпуск про Орфею, турбовую причем. Ну, гляньте, там нереально, конечно, бешеный тачан, но здесь все равно мне как-то поприятнее. Во-первых, потому что это кузов седан, как у меня был. А во-вторых, это именно вот та версия, про которую я всегда думал, когда ездил на своем-то моем таком обычном цивичке. Думал, эх, вот бы мне такую. Особенно там с этим автоматом, этим бляха-муха. А здесь, вещь. Я вам всегда во многих выпусках про быстрые Хонды говорю, что моторы Хонд раскрываются именно с механической коробкой, потому что их двигатели, они всегда работают хорошо на высоких оборотах. Вспомните выпуск про Интегру тайперовскую, где машина крутится там более 8000, и это просто какой-то мотоциклетный какой-то звук, мотоциклетная реакция. Просто я вам всегда говорю, Honda должна быть, быстрая Honda, опять же, должна быть на механической коробке, чтобы ты ее именно раскручивал, как ей надо. Понятно, что вариатор ее, конечно, тоже как-нибудь там покрутит, да уж, все. Давайте, поклонники вариаторных версий, давайте обязательно, можете, если вам кажется, что я не прав, поставить дизлайк, но такую машину в любом случае все берут, чтобы была в ней некоторая эмоция, а не просто на ней ездить. Особенно приятно, что даже немножечко в салоне они все равно сделали какой-то отклик к тому, что вот такая какая-то подспортивная такая версия. Приборочка немножко другая, то есть с красными вот всякими такими делениями, отметочками. Уже в стоке кожаный руль. Это поколение, в отличие от пятого поколения цивиков, оно уже имеет подушки безопасности. Это важно, потому что все-таки предыдущее поколение, да, пятое, оно, ну, у него была, конечно, прикольная, интересная торпеда, но подушек там точно не было. А здесь они уже в шестом поколении появились. Это в любом случае классно. Но он, понимаете, он вот такой вот маленький, четенький. Вот я помню, даже у меня жене нравилось на нем ездить, потому что он такой юркий весь, такой шик-шик, раз-раз такой, выныривать, вливаться в поток очень удобно. У него коротенький ход руля, понимаете, то есть он такой весь бодренький. Колесная база на самом деле, на удивление, опять же, длинная. Вот просто для сравнения, не знаю, какую-нибудь корону-бочку, не знаю, возьмем. У нее колесная база, да, вот длина где-то 2,4 метра, здесь 2,6 метра. То есть вот у него реально колесная база подлиннее. Подвеска здесь рычажная в любой версии. Что, кстати, в моем случае вот это мне казалось очень странным, да, потому что у меня же вроде обычная машина, не быстрая, да, зачем вы тут рычажную подвеску сделали? Знаете, как я офигел, когда захотел сайлентблоки поменять везде в круг? Мне мешок целый насыпали и сказали, вот это только перед, извините, целую груду. Но, понимаете, если учесть такую подвеску для вот такой версии машины, я уже не говорю про C-версию со 170 лошадями, то тогда уже рычажная подвеска спереди и сзади уже становится нормально воспринимаемой. Ты уже такой, ну да, все, тут так и должно быть. Я еще помню, знаете, в моей машине по салону меня раздражало отсутствие, вот, например, вот этого маленького подлокотничка. Вот здесь у нас он есть, а у меня не было. У меня просто вот это была консоль прямая. Мне здесь нравились всегда подстаканники, на удивление глубокие лунки. И удобно стоят. Хотя в случае с механикой, возможно, ну так вот, как-то рычаг чуть-чуть мешает. Здесь уже ручник расположен. Ручник, кстати, расположили по центру. Если бы он был бы где-нибудь здесь сбоку от вот этой центральной консоли, было бы удобней. Спору нет. В хороших версиях, опять же, могли быть даже штатные подогревы сидений. У нас, кстати, здесь видны заглушки. Хорошая версия в техническом плане, но далеко не самая богатая именно по оснащению салона, да. То есть они могли быть даже пожирнее в некотором плане. Но, опять же, что еще нам было нужно в те года, да? Регулировки зеркал есть, электростеклоподъемники есть, даже вот подушки безопасности есть. Все. Кстати, версии VRS шли с завода уже со своей мультимедиа. Там эта всякая каррозерия уже стояла с завода.
Так что, в принципе, ну, даже с точки зрения какого-то комфорта здесь что-нибудь тоже ставили. Но опять же, я говорю, здесь был акцент именно на техническую часть, что она крутая в техническом плане. На удивление, Civic не такой тесный, как может показаться, то есть и сзади вполне себе нормально. То есть вот реально Civic у меня был во владении, может, там года полтора-два, и мы вообще не чувствовали недостатка в пространстве, знаете, что спереди может сесть спокойно даже человек достаточно высокий. Конечно, вот в ширину-то она может быть и не так хорошо, как хотелось бы, но в длину нормально. Так что именно шестое поколение не зря считается очень таким удачным. На базе этого Civic есть еще версия Honda Domani. Внешне только отличается, но внутри только тем, что у нее могли быть вот эти консольки под дерево. Вот здесь у нас, кстати, обращаю внимание, консолька под карбон, а там вот были консольки под дерево, например, и задние фонари классно сделаны у Domani. Вообще он такой аккордообразный, как будто на Civic, Ferio, да, вот такой Civic, нацепили какие-то детальки от аккорда тех же годов. Ну, у них зато у Domani не было вот такой прикольной версии VRS. Конечно, тахометр нам обещает раскрутку прям до более 8000, да, но красная зона начинается на 7200. Поэтому мы не будем уж так уж прямо, а то букс один будет. Вот смотрите, я стартанул с красной зоны, один букс. Гольный букс, это вообще никуда не годится. Да, мы буксуем. Причем сухая погода, сухая дорога, чтобы нормально стартануть, нам придется все-таки где-то в зоне начала действия второго соленоида в ТЭКа, видимо так. Ну, сотка на второй передаче набирается запросто. Четко, прям вот я прям вижу, чисто по спидометру. Все, короче, время замеров, по-любому. Время замеров, однозначно. Такое странное ощущение, вроде бы он прикольно разогнался, то есть там 9, даже 9,7 у нас, что-то типа такого получалось, мы уже вообще, у нас уже и сцепой пахнет, и резиной пахнет, всем пахнет. Мы старались вдуматься даже, если 130 лошадиных сил едет, выходит из 10, это уже круто на самом деле, ну вдумайтесь. Это даже не 150 там, лошадей, ничего, а выходим из 10 запросто, стабильно причем, из раза в раз, из раза в раз, из раза в раз. Все время выходим из 10. Если кому мало, те гляньте ролик про Интегру Type R, та едет намного интереснее, намного круче, да, но это Интегра, а это только Civic. И это даже не C 170 лошадей, а только 130 VRS. Ну то есть вроде бы все учтено, но видимо все-таки вот этот и есть разгон. Тем более приходы в ТЭКа чувствуются. Значит вот он по-честному вот такой разгон видимо и есть. Подписывайтесь на канал и всем пока. Все ссылки в описании обязательно проверяйте.